Всем привет! Сегодня мы вас знакомим с модификацией Nissan Capstar. Длинная колесная база, сдвоенная кабина. Сам японский бренд вам уже давным-давно знаком. Шасси Nissan Capstar собирается в Японии целиком и полностью. В Россию доставляется уже в собранном виде, то есть никакой российской сборки, никаких российских рук. Как и говорил ранее, Nissan Capstar состоит из трех модификаций: короткая колесная база, средняя колесная база и длинная колесная база. И только длинная колесная база может делиться на кабину одинарную, либо сдвоенную, которую сегодня мы вам и представляем. Параметры длинной колесной базы все те же. Полная масса 3,5 тонны. Грузоподъемность самого шасси в районе 2,5 тонн. Благодаря тому, что у нее реально полная масса 4500. Для России специально 1 тонну убрали для того, чтобы была Б-категория, а также въезд в центр Москвы, кому это актуально. Сдвоенные колеса на задней оси 16 радиуса с индексом С, что значит усиленные, многолистовые рессоры. Все это позволяет вам иметь грузоподъемность в районе 2 тонн за вычетом массы надстройки. Вам также не стоит забывать, что мы вам можем установить любой тип надстройки по вашему заказу. Неважно, это будет бортовая платформа, как у нас, промтоварный фургон, изотермический, рефрижератор, любой температурный режим. Все как вам надо. Единственная колесная база позволяет установить сюда надстройку габаритами и размерами таковыми. Длина 3,90, ширина 2,20, высота 2 метра. Но высота по вашему желанию может быть увеличена. При стандартных габаритных размерах кубатура нашей надстройки в районе 17 кубов по наружным габаритам. Запасное колесо традиционно находится в задней части автомобиля под рамой. Способ фиксации тента самый что ни на есть классический, с помощью шнурка. Но если вам нужно, мы можем вам установить вместо задней бортовой платформы задние распашные евроворота. На нашем заводе «Исток» мы изготавливаем алюминиевые бортовые платформы. По вашему желанию вы можете выбрать высоту самих бортов либо 200, либо 400, либо 600, либо 800 мм по вашему желанию. Для удобства доступа во внутреннее пространство есть специальная ножка. Каркас самого тента состоит из металлических направляющих, а также горизонтальных деревянных вставок. В случае необходимости эта конструкция может быть разобрана. В качестве стандартного материала при настиле пола мы используем сетчатую фанеру. Но в случае необходимости мы также можем установить и рифленый алюминий. А если ваш груз требует дополнительной фиксации, то мы можем установить вам в полу любое количество такелажных колец. При боковой загрузке вы также можете использовать откидные бортовые платформы с левой, а также с правой стороны. Шнуруется вся конструкция довольно просто. Противооткатный башмак находится на задней части рамы. Но мы находимся в России, и поэтому эти вещи лучше хранить в салоне. Выполняя требования техрегламента, на бортовой платформе, а также на любой надстройке мы устанавливаем боковые габаритные фонари оранжевого цвета, а также боковую противоподкатную защиту с обеих сторон автомобиля. Топливный бак объемом 90 литров располагается с правой стороны автомобиля по ходу его движения. Горловина находится в очень удобном месте, имеет механизм запирания и открывается с помощью ключа зажигания, что довольно просто и удобно. Из системы активной безопасности на автомобиле установлены передние и задние дисковые тормоза, а также система АБС. Тормозная система двухконтурная с вакуумным усилителем. Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с поперечной рессорой, а также амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. А задняя подвеска зависимая. Многолистовые рессоры также работают вкупе с стабилизатором поперечной устойчивости. В модельном ряду Nissan Capstar колесная формула классическая 4х2. Привод осуществляется через кардан на задний мост. Полноприводных версий Nissan Capstar не выпускает. Кабины модельного ряда Nissan Capstar классической прямоугольной формы. Благодаря этому достигается большая площадь остекления, а также отличная обзорность. Прямая форма кабины позволяет иметь отличную маневренность в условиях города Москвы. Комплектации, которые поставляются на российский рынок, две. Стандартная
и улучшенная с индексом комфорт. Визуально снаружи они отличаются дополнительными противотуманными фонарями. Но главное отличие, конечно же, внутри салона. Nissan Capstar Double Cab, что в переводе с английского означает сдвоенная кабина. Вся суть этой кабины заключается в том, что у нее есть второй ряд пассажирских сидений. В итоге вы получаете 5 пассажирских мест плюс 6-е место водителя. Это очень актуально, когда вы выполняете какие-то строительные или ремонтные работы, когда вам нужно перевозить какую-то бригаду рабочих. Отправляемся внутрь. Главная конструктивная особенность – это доступ к двигателю. Если у одинарной кабины доступ осуществляется через опрокидывание самой кабины, то у кабины сдвоенной доступ к двигателю осуществляется через сиденье пассажиров. Как и на модели с одинарной кабиной, устанавливается турбированный дизельный силовой агрегат с индексом ZD30, объемом 3 литра, мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 350 ньютон-метров. Наш силовой агрегат прекрасно сочетается с механической пятиступенчатой коробкой переключения передач, рычаг переключения которой находится здесь под рукой и очень удобно расположен. Из систем пассивной безопасности для переднего ряда сидений и пассажиров, соответственно, мы имеем водительский аэрбэг, один пассажирский аэрбэг, трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями. Но для среднего пассажира идут, к сожалению, двухточечные ремни. Как я говорил ранее, есть две комплектации салона. Комплектация Base и комплектация Comfort. Base, что в нее входит? Соответственно, полка для документов над водителем, центральный замок с управлением с ключа, электростеклоподъемники, электрозеркала с обогревом, обогрев водительского сидения, ну и, пожалуй, регулируемая рулевая колонка, а также гидроусилитель рулевого управления. В комплектации комфорт добавляется магнитола, добавляется кондиционер, а также передние противотуманные фонари. Спинка среднего пассажира переднего ряда кресел имеет определенный функционал. Если опустить саму спиночку, то мы здесь имеем столик, зажим для документов, а также в случае необходимости небольшой бардачок, чтобы складывать сюда какие-либо мелочи. Водительское кресло имеет регулировки вперед-назад, а также регулировку самой спинки по углу наклона. При этом сами ковши сделаны довольно удобно, и здесь пассажир, водитель весом в районе 100 кг разместится спокойно. Наш автомобиль, как я говорил ранее, в комплектации комфорт. Здесь установлена довольно хорошего качества магнитола, который позволяет вам проигрывать диски, слушать радио, а также подключать внешние устройства, либо через разъем AUX, либо через разъем USB. Для хранения различных предметов, а также всякого барахла, в данном автомобиле имеется всего лишь два бардачка на передней части, на средней части, а также около ног переднего пассажира. Во славу инженерам из Японии можно отметить, что средний бардачок имеет систему охлаждения, и это приятно. Но при всем при этом, конечно же, здесь количество мест хранения не такое, как, например, в Фордах или Мерседесах. Там скрытых и открытых мест хранения просто бешеное количество. Магнитола, которая идет в комплектации комфорт с завода, представляет собой довольно интересный набор приятных вещей. Соответственно, вы можете слушать радио, вы можете проигрывать диск, вы можете подключать внешние источники через разъем AUX или через разъем USB. Но при всем при этом есть еще очень полезная и приятная вещь для безопасности. Это система Bluetooth. То есть вы подключаете свой телефон через систему громкой связи и, соответственно, спокойно, безопасно эксплуатируете автомобиль. Динамик расположен вот здесь под потолком. С левой стороны от рулевой колонки в районе левой водительской ноги располагаются, значит, рычажок управления зеркалами. Зеркала у нас с электрорегулировкой. Значит, кнопка включения или выключения обогрева зеркал, а также кнопка включения или выключения обогрева водительского сидения. Отдельно хочется отметить гениальную мысль японских инженеров. У нас на передней части торпеды есть два, значит, подстаканника, либо там под бутылку, либо под стакан. Совершенно случайно мы обнаружили то, что
поворачивая, значит, вот этот вот как бы рычажок, механизм, мы видим небольшое отверстие диаметром 3-4 миллиметра. Сняв крышку с правой стороны, мы обнаружили сюда подвод холодного воздуха через трубочку. То есть по задумке японских инженеров это место должно быть охлаждаемое. Я не готов комментировать, насколько охладится через отверстие диаметром 4 миллиметра вставленная бутылочка или стакан, но тем не менее, как идея, как за то есть продуманство, можно поставить 5. Щиток приборов у нас самый что ни на есть стандартный. Посередине огромное кольцо со шкалами спидометра, разлинейного в километраже, для России километры, а не мили. Соответственно, слева маленькое колечко – это шкала тахометра, справа температура охлаждающей жидкости и уровня топлива в вашем баке. По центру у нас располагается небольшой экранчик, куда выводится информация с бортового компьютера. Бортовой компьютер у нас идет в стандартном исполнении. Информацию, которая сюда он выходит, такова, соответственно, расстояние до заправки, средний расход топлива, время и одометр. В нижней части щитка приборов выводится информация, соответственно, о непристегнутом ремне безопасности, аккумуляторной батарее, АБС, свеча накала, ну то есть давление масла. Самый что ни на есть стандартный набор иконок. Вытаскивая ключ зажигания, система вам говорит «до свидания». Что у нас здесь? Обычный классический тканевый салон, довольно мягкий. Соответственно, 3 пассажира предполагается разместить здесь. Для пассажиров, которые сидят с краю слева и справа, предусмотрены 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями, а для пассажира посередине, к сожалению, 2-точечные. Из удобств здесь, к сожалению, немного чего есть. Ручка, механический стеклоподъемник. На комфорт задним пассажирам рассчитывать особо не приходится. Ввиду того, что внутренний объем самой кабины увеличился практически в 2 раза, под самим сиденьем спрятан дополнительный жидкостной отопитель. Если, соответственно, штатная печка, которая расположена спереди салона, не будет справляться, то можно в принудительном порядке включить обогрев для задних пассажиров. В условиях России эта вещь необходимая, потому что, честно говоря, обшивка самой кабины довольно скудная. То есть, если на передней части есть еще кое-какой утеплитель, то задняя стенка, к сожалению, идет вообще без утепления. Если в России будет серьезный мороз, минус 25-30 градусов, и без этой печки, то ребятки здесь замерзнут. Легким движением руки с водительской стороны, подняв сиденье, мы получаем, соответственно, доступ к домкрату и набору инструмента, который идет с завода. Для обеспечения жесткости кабины во всю ее ширину внутри располагается вот такая поперечная железная вставка. Крепится она между средними стойками левой и правой стороны, а также исполняет функцию поручня, соответственно, используется при доступе в заднюю часть, на диван. Для удобного доступа внутрь самой кабины с левой и с правой стороны выполнены вот такие специальные ступеньки. Дополнительный жидкостной отопитель имеет кнопку включения, 2 режима работы, низкие обороты либо высокие обороты, а также реостат, который позволяет вам регулировать температуру выдуваемого воздуха от не очень теплого до горячего. Горловина бачка омывателя находится в подножке правой стороны автомобиля. Вот в этом месте. Очень удобно сделано для того, чтобы заливать туда жидкость. Если подводить итог по автомобилю, то стоит отметить: японская сборка, чистокровная, 3 года гарантии, либо 100 тысяч километров, межсервисный интервал 15 тысяч километров, 2 тонны грузоподъемность, 5 пассажирских мест плюс водительская, комфортная комплектация кабины в базовом исполнении очень богатая, все, что для счастья надо, там есть. Возможность установить любой тип надстройки от бортовой платформы до рефрижератора. Из недостатков всего лишь одна колесная база, которая позволяет установить длину надстройки 3,9 метра и только задний привод колес. Если по перечисленным параметрам этот автомобиль вам подходит,
то я рекомендую сделать выбор в пользу него.